И всем привет! Это наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». Я, Смарт Контрактыч, и мой друг Эфирыч. Сегодня выпуск про метавселенные. Заставка. Погнали. Итак, первый вопрос. Что такое метавселенная? Кладезь возможностей или попытка сделать определенную группу людей еще богаче? Любой коммерческий проект – это попытка сделать определенную группу людей немного богаче. Или сильно богаче, если повезет. Ну а в случае метавселенных это определенно большой кладезь возможностей. Вообще, наверное, это то, во что закономерно разовьются социальные сети. Люди будут проводить, а особенно, я думаю, все это ощутили с коронавирусом и карантином, о том, что люди стали больше проводить времени в онлайне, меньше в офлайне. И, скажем, вот эта вот проблема, это нельзя, наверное, называть проблемой, но виртуальные миры стали гораздо более актуальными, чем раньше. Я думаю, что это закономерное развитие всего того, что у нас есть на данный момент. Да, и еще карантин сделал так, что бабло перемещается из реального мира в виртуальный, потому что работа перемещается тоже из реального мира в виртуальный. Как близко с развитием технологий мы подступились к метавселенной? Смотрите вокруг, мы в ней. Да, соответственно, метавселенная никогда не была так близко к нам. Ну, я думаю, здесь опять-таки все благодаря развитию технологий, и у нас есть все те компоненты, которые нужны для успешного создания метавселенной. Давай их перечислим. Это AR, VR. Это то, что отвечает, скажем, за визуальную составляющую. Это криптовалюты, криптография и блокчейн. Это то, что позволяет нам оцифровать предметы и оцифровать, создать нашу виртуальную валюты, соответственно. Ну и, конечно же, дать им выйти за пределы нашей метавселенной, куда-то там на эксчейнджи, маркетплейсы и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, там технологии там, стриминга, видео, технологии, которые позволяют, там, типа технологии NVIDIA, которые с помощью машинного обучения позволяют в режиме реал-тайм просто как кисточкой рисовать 3D вселенные, которые вы не отличите от настоящей. Ну, точнее, они сложно отличимы с первого взгляда от реальности, вот так вот. Мы никогда не были так близки к этому. То есть сейчас мы... Это то же самое, как с GameFi. Мы стоим, скажем так, на пороге вообще бума всего этого. То есть... Технологии уже здесь. Это перечисленные носимые устройства с высоковычислительной мощностью. Это быстрый интернет. Это 5G сети с очень низкой задержкой сигнала. Это стриминг видео игровой, который уже много лет здесь. Еще в 2017 году я уже на своем дохленьком таком старом ноуте в поездках играл в Fallout, и он мне стримился на этот дохленький ноут в качестве 1080p просто откуда-то с серверов PlayKey. Они еще в 2018 году провели ICO, собрали, кажется, около 10 миллионов, выпустили токены. В этом году их выкупил Mail.ru, а токены просто обесценились. А все, кто вложился, могут пососать, пожалуй. И PlayKey — это такой небольшой нишевый игрок. У нас есть NVIDIA Now, огромная корпорация. У нас есть Google Stadia. Уже сейчас можно принимать картинку 1080p на свой мобильный девайс, и осталось буквально, может, пару лет до того, что это будет две картинки 4К для левого, для правого глаза. И все, и вот мы там. Технологическое окно возможностей, оно уже открылось, все необходимые компоненты уже есть на месте. Теперь вопрос того, что должен появиться тот разработчик, та компания, которая это все объединит в одну большую экосистему, разовьет это и, собственно, сделает это, скажем, мейнстримовым и каждодневным таким продуктом. Не чем-то там инновационным, а тем, что, скажем так, придет в нашей жизни надолго и как нечто повседневное. Вот так вот. Как Facebook. Как Facebook. Слушай. Зачем был нужен ребрендинг Фейсбука? Здесь есть, наверное,
как это сказать, есть две точки зрения. Ну, наверное, первое, стоит сказать, что в последние года с брендом Фейсбука, с именем Фейсбука были связаны не совсем, скажем так, хорошие истории, там, с влиянием на выборы, со сливом персональных данных каких-то там рекламным компаниям, аналитическим компаниям, которые занимаются там политическим продвижением или либо рекламой. В общем, ну, спекуляция с вашими данными, вот эти все вызовы в Сенат, расследования. И это оставило, скажем так, очень плохой отпечаток на самом бренде. Поэтому лично мое мнение, что это отчасти от того, чтобы дистанцироваться от этого всего, выпустить нового игрока на рынок, компанию Meta, в которой Facebook будет просто одной из дочерних компаний, одним из дочерних продуктов. Ну и это, собственно, шаг в сторону развития своей метавселенной, потому что Цукербергу сам Бог велел, скажем так, создавать свою метавселенную. Facebook — это соцсеть, Facebook плюс Instagram, нужно об этом помнить, потому что Facebook — это и есть, как бы, ну, и Instagram — это одна компания, да, и один продукт, скажем так. У них есть вот это вот подспорье и foundation в виде соцсети с огромным фолловингом, с огромным юзербейсом, и просто, ну, скажем так, развить это закономерно, следующий шаг в метавселенную, ну, это, скажем так, это то, что доктор прописал. Это, я думаю, было сделано еще как просто логичный шаг в развитии экосистемы и продукта. И для этого нужно было провести вот этот вот ребрендинг, скажем так. Да и вообще, в принципе, как бы обратить внимание людей к метавселенным. Потому что, опять-таки, когда вы находитесь, вы, скажем так, первопроходец в какой-то новой индустрии, нише и так далее, то всегда выгодно заливать, скажем так, трафик в саму нишу и быть там одним из первых. То есть рекламировать не себя как компанию, а рекламировать нечто как явление, в которое вы один из первых вендоров вообще. Это мое мнение. Я думаю, Ефирыч есть что добавить наверняка. Я думаю, что Facebook это сделал, чтобы подколоть компанию Meta.ua, потому что в ней, кажется, с 2003 года бравые разработчики, разработчицы делали свой продукт украинский, поисковик, новости, все такое, и вот приходит новость: Meta — это теперь мы. Не вы, мы. Ну и тут стоит понимать, что Facebook переименовывает не свое приложение Facebook останется. Они переименуют родительскую компанию. То есть теперь просто запуская там тот же WhatsApp или Instagram, там будет значок не Instagram by Facebook, а Instagram by Meta. Facebook останется. Facebook останется, Мета появится, а метавселенная разовьется, скажем так. Вот, если вкратце. Окей, поехали дальше. Какие есть мосты между GameFi и проектами из сферы виртуальных миров? Здесь, наверное, стоит разобраться в определениях. Опять-таки, это сейчас сугубо наше личное мнение, но метавселенная, скажем так, виртуальный мир и виртуальный сеттинг. GameFi, когда децентрализованные финансы скрещиваются, смерживаются с играми. И если там есть какая-то внутриигровая экономика, которая выходит за пределы своей экосистемы с помощью таких технологий, как блокчейн и криптография, то это уже есть GameFi. Если там есть какой-то внутренний токен, который, допустим, написан там, неважно, на каком блокчейне, пускай это будет Ethereum, это уже есть GameFi. Соответственно, метавселенная — это метавселенная, а экономика в этой метавселенной, которая пользуется технологиями блокчейна и криптографии, это уже и есть GameFi, собственно. Каждый день появляется что-то новое, каждый день этот мост крепнет, становится шире, больше, и появляются новые возможности. Приведите примеры успешного объединения мира блокчейнов и приложений виртуальной реальности. Ну, давай здесь, наверное, начнем, опять-таки, тоже, скажем так, исторически, и упомянем такие проекты, как Second Life, которые были уже метавселенной и пытались вот в эти вот метавселенные социальные сети еще без задолго. блокчейна. Да, без блокчейна. Задолго до того, скажем так, как это стало мейнстримом, и это были вот такие первые попытки проложить это все, соответственно. Тут уже нужно, на самом деле, начать упоминать проекты с 2017 года, которые появились и использовали как раз NFT-шки и просто игровые токены, типа, ну, что здесь можно упомянуть? Decentraland, Sandbox, CryptoVoxels, как раз те проекты, где есть и блокчейн, и какой-то мир, в котором можно с помощью блокчейна выкупать участки, выкупать собственность, скажем так, виртуальную, чтобы потом ее... Вот, например, с тем же Decentraland есть некоторая проблемка. Ожидалось, люди будут покупать участки, строить на них, но по факту очень многие покупают их просто для спекуляции. Участки стоят пустыми, заброшенными, и вот там вот где-то торгуются. И те, кто их купил, они не намерены как-то вложиться в этот виртуальный мир. Они хотят просто вот баблишко оттуда поднять, и все.
Ну, это, наверное, тоже вопрос не идеальных игровых механик. Это в интересах самих разработчиков создавать такие механики, в которых людям будет... Ну, ты будешь чего-то терять или недозарабатывать, если ты просто нечто купишь, и оно будет лежать, да? Просто оно будет лежать, и ты не будешь пользоваться. Хорошая игровая механика заставит тебя все-таки заходить в эту игру, что-то делать, совершать какие-то действия и так далее. Все равно нужно понимать, что много людей залазит в это из чистого спекулятивного интереса. И, мне кажется, пока что меньшая фракция людей туда залазит из чистого фана, любви к играм и просто, чтобы, знаете, какая-то новая технология, поиграть и покайфовать там. Потому что, наверное, те игры, которые создаются вот этими метавселенной GameFi разработчиками, они с точки зрения игровых механик, ну, не самые топовые. Понятное дело, это будет хуже, чем Red Dead Redemption от Rockstar Games или там GTA 5. Ну, просто потому, что это пока что еще разные уровни. Когда в игре есть ровно одна механика — купить участок и потом разместить на нем свою картинку или там свою виртуальную модель, ну интерес какой, ну ты вот сделал этот день, а потом все остальные дни ничего. Вот. Ну, да, то есть как Stepping Stone, как какой-то этап в развитии всего этого, потому что нужно понимать, что многие механики, они не существовали до этого. Это просто все люди, которые они придумали этот концепт и были пионерами вообще всего этого. С точки зрения этого, да, конечно, но можно ли это совершенствовать и нужно ли это совершенствовать? 100% непременно. Как криптовалюта вписывается в концепцию метавселенной? Ну, покупать виртуальные активы, да, Эфирыч, за виртуальные деньги сам Бог велел, и поэтому списывается как нельзя лучше. То есть это виртуальный мир, у которого есть виртуальная экономика, в которой за виртуальные деньги можно покупать виртуальные предметы. Ну, то есть это все, скажем, идеальное вот это вот сочетание, идеальное соединение вот этих вот компонентов. Например, в том же Decentraland виртуальное казино наняло реальных людей, платила им за 4-часовые смены что-то порядка $500 в месяц. Совершенно логично, что если ты работаешь виртуальным вышибалой в виртуальном казино, то и деньги, которые ты получаешь, должны быть тоже виртуальные. Да, но, к счастью, теперь эти виртуальные деньги можно взять и поменять на вполне себе реальные там баксики. Поэтому вот оно, развитие, 21 век, технология. Да? Можно не ждать больше PayPal в Украине, можно уже сейчас. Можно грезить за $1 по 8, а можно уже сегодня катать в Decentraland и быть крупье в Decentraland, например. Давайте дальше. Какие известные метавселенные проекты вы знаете? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, первым, пожалуй, еще в 2003 году был Second Life. Мы уже упоминали. Да. Это был, возможно, первопроходец. Можно было ходить по виртуальному миру, видеть аватаров других людей, общаться с ними, строить эти виртуальные миры, построить себе какой-то участочек, собираться там с друзьями, разговаривать и жить, в общем, своей виртуальной жизнью. Но на тот момент еще без блокчейна, без геймфая и без, скажем так, вот этой внутриигровой экономики, которая выходила за пределы своей экосистемы. Ну, теперь же, опять-таки, благодаря развитию технологий, все это распространяется далеко за пределы своей экосистемы, интегрируется с другими финансовыми сервисами, с другими финансовыми экосистемами. Тот же World of Warcraft, чем это не метавселенная? Люди там встречаются, абсолютно общаются, некоторые люди проводят там почти всю свою жизнь. Утром просыпаются, запускают компьютер, заходят, вечером выходят. Я думаю, что да, будь, скажем так, во времена того, когда в World of Warcraft появился вот эти технологии, ну, опять-таки, нужно понимать, что это все равно все упирается в юридические вопросы, в том, что вы должны лицензироваться, у вас должен быть какой-то комплайенс, да, и так далее, и тому подобное. То есть технологически окно уже здесь есть. Юридически, я думаю, такие крупные компании, как Blizzard, пока будут еще сторониться. Ну, понятное дело, те компании, которые чисто этим занимаются, они это будут развивать. Крупные паблишеры и крупные девелоперы, ну, они, наверное, будут с осторожностью к этому относиться, работать больше на верочку. Но рано или поздно все равно юридические фреймворки, юридическая подоплека всего этого, она сформируется, появятся какие-то законы, появятся фреймворки, и с помощью них уже тогда уже это все начнут интегрировать же крупные компании. Возможно, мы увидим там в каком-нибудь GTA точно так же заменяемые токены и невзаимозаменяемые токены. Должны сформироваться инструментарий технический и инструментарий юридический. Ну да, и крупные компании уже интегрируют. Тот же Horizon от Фейсбука, Hubs от Mozilla. Да. Это все виртуальные миры, где можно прямо в браузере зайти,
построить из 3D-моделей, имеющихся просто себе небольшой мирок, не знаю, сделать оазис, пальмочку, лавочки, повесить виртуальные экраны, где будет видно собеседников, в этом виртуальном мире проводить встречи. Теперь все, короче говоря, упирается в то, что должен появиться разработчик/издатель, который объединит это все удачно в одну, который создаст крутые игровые механики, у которого будет хороший маркетинг, у которого будет крупная подписная база юзеров. Facebook. Вот, и, ну да, это все ссылочка к Фейсбуку. То есть кто-то, кто это, собственно, выведет на новый уровень и сделает такой, как это сказать вообще? Популяризирует это. Да, популяризирует это, сделает это новой нормой, вот так вот. Опять-таки, окно технологий, оно есть. Теперь просто вопрос того, что кто-то должен это все соединить и выпихнуть это все на новый уровень, развить это все на новый уровень. Да. Тот же Facebook планирует открывать в разных городах так называемые шоурумы, куда люди, которые не знакомы совершенно с этим, не понимают, что происходит, они могут прийти, одеть виртуальный шлем, посмотреть, проникнуться этим. Ну и, конечно же, видимо, в расчетах Фейсбука потом взять свои денежки и отнести их туда и купить себе домой такой же шлем. Опять-таки, возможности для монетизации, они бесконечны. Начиная от, скажем так, продажи лопат, то есть это шлемов AR, VR, там, возможно, каких-то стриминговых девайсов и так далее, до продажи участков, там, каких-то 3D-квартир, офисов, покупки шмоток, рекламы, опять-таки, внутри этих виртуальных миров. То есть, ну, блин, это виртуальный мир, в нем вы можете делать все то, что вы делаете в мире реальном, но только в мире виртуальном. Но только в данном случае Facebook будет выступать провайдером инфраструктурным и зарабатывать со всего, что происходит в этом метавселенной. Вот так вот это хитро достаточно. Но я думаю, Марк не дурак. Точно не дурак. И он знает, что он делает. И в этом всем есть какой-то хитрый план и расчет. Какие новые профессии создают метавселенные? Ну, опять-таки, так как это, скажем, повторение мира реального в мире виртуальном, то там будет все то, что есть в этом мире. Ну, опять-таки, начиная от тех, кто будет это все строить, там, 3D-дизайнеров, людей, которые будут выполнять какие-то просто операционные задачи внутри этого игрового мира, будут выступать, я не знаю, там, продавцами в каких-то виртуальных кафе, крупье виртуальных казино и так далее. То есть, заканчивая тем, что просто будут чуваки, которые будут фармить какие-то вещи, зарабатывать на фарминге просто, идите там, условный раб в поле. Ну, это что же как бы кому-то нужно будет делать? Уникальная новая профессии — это, например, охотники за сокровищами. Сокровища из игры, уникальные предметы, которых могут быть там единицы или, может, десяток на весь миллион игроков, имеют просто невероятную ценность. Будут люди, которые пытаются их добыть, тратят на это дни, месяцы, качают свои навыки. Это разработчики смарт-контрактов, которые крутятся под этим всем, огромное количество программистов, очень много дизайнеров, очень много художников, которые будут отрисовывать эти виртуальные миры. Часть из них, конечно, это будут виртуальные сотрудники, какой-то искусственный интеллект в той или иной мере. Некоторые NPC. Но все равно, хоть вселенная и виртуальная, люди хотят общаться с реальными людьми. Заходя в виртуальный офис какой-нибудь компании, видя аватар, люди хотят понимать, что за этим аватаром не какой-то набор скриптов, а сидит живой настоящий человек просто в другой локации и разговаривает с ними вживую. И вот эти вот люди, менеджеры, они будут востребованы, просто переедут в удобный стульчик, шлем и... Ага. Ну, представьте себе там, я не знаю, презентация Apple даже в виртуальном каком-то мире. У вас это, во-первых, дешевле даже, чем, наверное, создавать какое-то шоу и презентацию в мире физическом. Наверное, это даже проще и эффектнее создавать его в мире виртуальном. Может быть, сейчас у нас пока нету того инструментария, но он уже очень не за горами. Тогда, когда это будет вау, просто будет вау. То есть с помощью AR, VR, ну, в частности. У нас есть этот инструментарий, есть. Тот же Fortnite, в нем уже проводятся концерты. Правда, технические возможности это несколько ограничивают. То есть, там, например, известный концерт рэпера, который произошел в Fortnite, и на нем побывало, что там, тысячи человек. На самом деле это было 1000 отдельных серверов, на каждом из которых по 100 человек. И вот эти 100 человек могут видеть вот это вот невероятное шоу, происходящее вокруг них. Совсем скоро возможности позволят объединять все больше, и можно будет видеть вокруг себя 1000 аватаров, не знаю, 1 000 000 аватаров, и знать, что за каждым из них реальный человек. Можно просто навести пальцем, и всплывет окошко и скажет, что вот это такой-то пользователь, такой-то никнейм из такой-то страны, его аватарка, его какая-то профиль, который у нас я заполнил. Ну, а какие возможности для продажи виртуального контента, музыки, искусства, виртуальных вещей? Здесь, на самом
самом деле они бесконечны, эти возможности, и просто насколько вот хватит фантазии разработчикам и пользователям /игрокам всей этой истории. К слову, про виртуальные вещи вот, и профессии. Дизайнеры виртуальной одежды. Уже сейчас модные дома, которые диктуют нашу моду, Gucci, вместо того, чтобы отшивать коллекцию, которую оденут один раз, потом ее продадут или просто выкинут, покажут, это запустит волну моды, они переходят в виртуальность. Есть стартап, который позволяет отфотографировать моделей костюмчиков, после чего отправить эти фотографии к ним в течение 2-3 суток. Они рендерят под эти фотографии 3D-модели любой одежды, которая у них есть, маски, все что угодно. Фотошопят идеально поверх вот реальной фотографии. И одежда, которая никогда не существовала, аксессуары, которые никогда не существовали и были бы произведены просто, например, для одного фотосета и потом выкинуты, им и не обязательно существовать, они могут быть просто нарисованы. И люди готовы за это платить уже сейчас, причем платить весьма крупные деньги. И здесь нужно понимать, что мы это говорили в выпуске про NFT, о том, что в любом случае это технология, искусство продает историю. Здесь тоже все зависит от вас, от того, какую историю вы будете рассказывать, какую историю вы будете продавать. Но сейчас уже есть прекрасные возможности оцифровывать виртуальные предметы, что создает совершенно новые какие-то там use-кейсы. Какое на самом деле будущее ждет метавселенную? Чем она станет? Игрушкой или проектом, который приносит реальную пользу? Я думаю, что конечная цель — это проект, который приносит реальную пользу, но адаптация и, скажем, масс-адопшн всего этого будет проходить через игровые механики, потому что через игровые механики людям легче обучаться, впервые с этим сталкиваться, это есть какая-то мотивация вообще во всем этом разобраться. Я думаю, что применение в метавселенных будет самое, что ни на есть настоящее, то есть это будет то, что, возможно, даже будет заменять людям реальную жизнь. Я думаю, все из вас видели сериал «Черное зеркало», и вам всем становилось не по себе, когда вы смотрели там выпуски про те же самые метавселенные, да. Я думаю, что это хоть и утрировано, но это недалеко от правды. То есть, если мы куда-то не туда свернем, все равно может примерно в это все и развиться. Я думаю, что метавселенные будут только развиваться и развиваться. Уже десятки лет есть метавселенные игры. Но теперь, когда туда пошли настоящие деньги, много настоящих денег, миллионы, миллиарды, это уже перестает быть игрой. Да, и когда появляются мосты для того, чтобы деньги заходили не только извне внутрь, но и изнутри, извне. То есть вы можете нафармить что-то там и пойти его продать, поменять его на фиатные деньги и потратить их в настоящей жизни. Разве это не заинтересует людей? Я думаю, что заинтересует. Деньги заинтересуют людей. Итак, это был я, Смарт Контрактыч, и мой друг Эфирыч. Это был выпуск про метавселенные. Наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». Подписывайся, ставь лайк, колокольчик. И до встречи в новых выпусках.